Сейчас я нахожусь примерно в часе езды от Нью-Йорка на восток, на острове Лонг-Айленд. Едем смотреть старую заброшенную психиатрическую больницу. Смотрите, тут целая фура заброшенная. К 50-м годам прошлого века госпиталь Пилигрим превратился в крупнейшую в мире больницу, не просто психиатрическую, а вообще больницу. Здесь находилось свыше 13 тысяч пациентов одновременно. Вы только вдумайтесь в эту цифру, и около 4 тысяч персонала. Эта психушка была практически полностью автономна. Здесь была своя почта, своя полиция, своя пожарная служба, огромная столовая. Здесь было все. И они еще занимались фермерством, то есть они абсолютно не нуждались в продовольствии. Как же тут холодно. Это, вероятно, была столовая. Посмотрите, здесь, кажется, больничные робы сохранились еще. Именно в этом госпитале применялись печально известные методы лечения, такие как лоботомия или электрошоковая терапия. Лишь где-то в 70-е годы стало понятно, что эти методы не работают и куда успешнее таблетки и просто социализация. Именно тогда эта психушка и стала приходить в упадок. Постепенно закрывались корпус за корпусом. И вот что от нее сейчас осталось.
Хорошо, что я, ну, не совсем толстый сталкер. Большинство корпусов снесены или просто заброшены, но в некоторых и в немногих госпиталь еще продолжает существовать. Буйные они тут. Огромное поле и башня. Тоже заброшенная, кстати. Офигеть! Прям какое-то оккультное сооружение. Здесь просто очень круто. Такая огромная башня и совершенно пустая. Я, честно, даже не понимаю, что здесь раньше было. Судя по всему, по кругу что-то крутилось очень большое. Но зачем? Тур по психиатрическим больницам Лонг-Айленда продолжается, и сейчас я в часе велосипедной езды от Пилгрим госпиталя у Кингс Парк психиатрического центра. Это центр поменьше, он тоже огромный. Бесконечные коридоры, прямо как в фильмах ужасов. Штукатурка везде осыпается, все стены изрисованы. Ух, жуть. А это кухня. Была когда-то.
Психиатрический центр Кингс Парк просуществовал, вы не поверите, 111 лет. На этом месте он был основан в 1885 году. А вот это вот самое знаменитое здание за моей спиной, номер 93, было построено в 1939 году. 13-этажное, ну, правда, уже в 70-е годы оно начало пустеть, так как методы лечения душевнобольных кардинально изменились. Вот это вот окошко — единственный вход в психиатрическую больницу, который пока что не успели заварить. К сожалению, сюда может пролезть только кто-то очень худой или дети. Я сюда влезу. Так, мы все-таки внутри. С помощью парней, девчонок я попал в это знаменитое здание. Жуть. Конечно. Киноплощадка для хоррора. Ничего придумывать не надо. Своего пика Кингс Парка психиатрический центр достиг в 1954 году. Здесь размещалось 9300 пациентов. Несколько меньше, чем в Пилгрим госпитале.
комплекс был также абсолютно автономным. Здесь была своя генераторная станция, здесь были своя пожарная станция. В общем, все. Здесь же размещались работники госпиталя. В 1992 году здание полностью закрылось. К тому моменту работали всего несколько первых этажей. Этаж за этажом поднимаемся наверх. Правда, все они выглядят идентично, как спальни и несколько процедурных комнат. Хорошо видно, например, что верхние этажи были уже давным-давно закрыты и не использовались. Например, здесь на первых этажах расположена спальня и много оставленных кроватей. Ну а здесь вообще пусто, ничего. Ну и сейчас я на самом верху, на вершине, добрался наконец. Вид отсюда открывается просто потрясающий на бухту. На крыше этой психушки не один в компании. Многие верят, что здесь водятся призраки больных, видимо, доведенных до смерти лоботомией и электрошоком. Поэтому здание привлекает очень много молодежи и всяческих исследователей паранормальных явлений. Мне, например, пришлось ждать около 1,5 часов, пока машина полиции уедет отсюда. Они дежурят и пытаются не арестовывать, но отгоняют молодежь, которая пытается незаконно попасть в это здание. Очередь, чтобы покинуть эту психушку.
А кто-то еще удивляется, почему на улицах Нью-Йорка так много сумасшедших. Да вы посмотрите, какие гигантские психушки они строят.